Привет, мой дорогой зритель, это Shadow Tavern. Осенний телесезон в самом разгаре. Октябрь приносит с собой огромное количество премьер и продолжений любимых сериалов. Здесь и детективы, и научная фантастика, и безумные комедии, и даже переосмысление классического хоррора. Новинок так много, что следить за всем очень сложно. Во время подготовки выпуска я набрал более 25 премьер месяца, из которых отсеял очевидно неудачные, вроде ремейка «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», и те, что давно погрязли в самоповторах, вроде CSI. И сегодня у меня для вас самые, на мой взгляд, интересные сериалы октября. Если я вдруг пропустил важную и крутую премьеру, не стесняйтесь и обязательно пишите название в комментарии. Располагайтесь поудобнее и приятного просмотра. «Уборщица. История матери-одиночки». Новый драматический мини-сериал мгновенно получил высокие оценки и оказался на первых строчках популярности Netflix. Пережив насилие в отношениях, Алекс сбегает со своей маленькой дочерью, обращается в социальные службы и, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, получает работу уборщицей. Вдохновленная бестселлером Стефани Лэнд, эта драма рассказывает о стремлении Алекса обеспечить своего ребенка, столкнувшись с бездомностью, борясь за опеку и тяжело работая за очень небольшие деньги. Создателем телешоу выступила Молли Смит-Мецлер, наиболее известная сценариями к «Оранжевый хит сезона» и американской версии «Бесстыдников». Сериал найдет отклик у многих, в первую очередь у тех, кто пережил такое бедственное положение и испытал всю ответственность за подобные решения. Важным фактором является и то, что описанная в сюжете вполне реальная жизненная ситуация для очень многих людей. «Голяк». Британский комедийный сериал о группе друзей мелких преступников возвращается с третьим сезоном со своим знаменитым и неизменным актерским составом. Винни рад наконец воссоединиться со своими друзьями, но радость встречи омрачает то, что Карл Слейтер будет постоянно крутиться рядом и шпионить за героями. И О'Нил знает, что ему нужно держаться подальше от неприятностей, но осторожность никогда не была его сильной стороной. Вскоре он и его давние друзья возвращаются к своей обычной жизни. Третий сезон подарит фанатам новые приключения, похищения, предательство и даже нормальную лошадь вместо пони. 7 октября вышла американская версия популярной британской комедии «Призраки». За исключением пары корректировок персонажей, сюжет и предпосылка остались идентичны, да и в целом сериал от CBS выглядит просто как небольшой рекаст и адаптация шуток под своего зрителя. Саманта и Джей неожиданно унаследовали огромный загородный дом и решили основать там свою частную гостиницу типа Bed and Breakfast. К их сожалению, призраки, населяющие старое поместье, не особо-то и рады новой компании и решают взять дело в свои руки, пытаясь напугать новых жильцов миганием света и передвигая предметы. Но, конечно, все идет не по плану. Саманта падает с лестницы, оказывается в больнице, а когда приходит в себя, понимает, что теперь может видеть и разговаривать с призраками. 7 октября на CBS вышел и новый сезон «Детства Шелдона». Поклонники теории Большого Взрыва знают, что Шелдон обладает уникальным гениальным умом, но был ли он таким всегда? В этом сериале в наличии все тот же искрометный юмор, полюбившийся зрителям, и переосмысление любимого персонажа ситкома в трогательной семейной истории. А еще лучше она становится от того, что мать Шелдона играет Зои Перри, реальная дочь Ларри Меткалф, которая исполнила ту же самую роль в основном сериале. «Один из нас лжет». Довольно противоречивый сериал, основанный на романе-бестселлере Карен Макманус. 5 учеников в наказание оставили после уроков, но в это время один из них умирает, и под подозрением оказывается каждый из наказанных подростков. «Один из нас лжет» получился довольно странным, многие моменты отсылают к сплетнице, и, судя по отзывам от первоисточника, осталась лишь предпосылка. 4 подростков, начинающие подозревать всех окружающих, боящиеся за свою безопасность и всеми доступными средствами старающиеся выяснить, что на самом деле произошло в тот день. Второй сезон «Клуба нянек». Основанный на популярной серии книг Энн Мартин, «Клуб нянек» рассказывает о лучших подругах, ученицах средней школы. Вместе они решают открыть свой собственный бизнес по присмотру за детьми. Современная адаптация предлагает и современные темы для нового поколения, впрочем, не жертвуя теплотой и оптимизмом, которые сделали популярным оригинал. «Чаки». Приквел-перезапуск популярного слэшер-хоррора. На момент подготовки выпуска вышло 3 эпизода из 4, последний появится уже 2 ноября. В мини-сериале классическая кукла-убийца попадает на распродажу, ее покупает подросток-аутсайдер и открывается новая глава саги. Убийства, черный юмор и странные поступки, как в классических хоррорах, все в наличии. Большая часть страшных моментов основана на бу-эффекте, но в данном случае это вовсе не проблема. Сериал напряженный, хорошо снятый и в общем выглядит намного лучше всех последних ремейков вместе взятых.
Ломка. В телевизионном формате эта история кажется довольно стандартной для драматических шоу. Злые жадные корпорации ради выгоды подсаживают население на вредные препараты. Тем не менее, в основе сериала лежит книга Бет Мэйси и совершенно реальная, печальная ситуация с вызывающим сильнейшее привыкание к препаратам оксикантин. Драматический сериал исследует опиоидную эпидемию, все еще бушующую в США. Только в 2020 году смертность от передозировок этим лекарством сравнима с числом трагических случаев ДТП. Телешоу может похвастаться сильным актерским составом, хорошим сценарием и нестандартной подачей сюжета. «Грешница». Адаптация романов немецкого писателя-криминалиста Петра Хемисфар возвращается на экраны с 4-м сезоном. В этом антологическом криминальном триллере каждый сезон рассказывает о различных преступлениях, а детектив Гарри Эмброуз в исполнении Билла Пулмана — нить, которая связывает их вместе. Сериал предлагает уникальный взгляд на классический образ жанра, с первого сезона став хитом на USA Network, мгновенно удивив зрителя необычной концепцией для детектива. Главные виновники преступления известны с самого начала, а основой сюжета является выяснение того, почему они совершили преступление. После двухлетнего ожидания в этом месяце на экраны вернулся сериал Netflix «Ты». Третий сезон психологического триллера продолжает рассказывать об отношениях Джо Голдберга с Лав Квин. Они переезжают в пригород Калифорнии, и Джо, похоже, нашел себе новую цель — их соседку Натали. Теперь ему придется научиться совмещать свою темную сторону с семейной жизнью. 17 октября спин-офф одной из самых популярных франшиз AMC «Бойтесь ходячих мертвецов» выходит со своим уже 7-м сезоном. Мир зомби-апокалипсиса за эти годы значительно разросся, и то, что начиналось как семейная драма, стало еще одним боевиком в декорациях ходячих. Изначально сериал рассказывал о первых днях вспышки зомби-вируса и о том, как жители Лос-Анджелеса пытались спасти свои жизни. Теперь же в нем очень много надстроек, но центр неизменен — группы выживших в страшном и пустом мире, населенном ожившими мертвецами. Кайфтаун. Второй сезон криминальной драмы канала Starz вернулся на экраны 17 октября. Это загадочный детективный триллер, в котором агент службы морского рыболовства обнаруживает на пляже тело и самостоятельно решает выяснить, что произошло, чем не особо помогает официальному расследованию. Стоит отметить, что трейлер сериала практически не отражает его сюжет. Может даже сложиться впечатление, что на протяжении сезонов зрители будут просто продвигать повестку, но это вовсе не так. Для поклонников криминальных драм ничего удивительного и нового в жанре здесь на самом деле не будет, но игра актеров, и в частности Моники Реймонд в главной роли, вот что действительно делает этот сериал запоминающимся. Корпорация Заговор. Какую самую безумную теорию заговора вы когда-либо слышали? А теперь представьте, что она была полностью правдивой. О лягушках и питьевой воде, о рептилоидах, о тайном правительстве и о полой земле. Правдивость всех этих теорий — истина мультсериала «Корпорация Заговор», и в его центре небольшая команда государственных служащих, вынужденная заниматься осуществлением всех этих тайных операций и странных идей. Художественный стиль напоминает Gravity Falls, что неудивительно, поскольку в его создании участвовала половина команды упомянутого сериала. Также заметно влияние Рика и Морти, особенно в плане юмора. В широком смысле сериал — это ироничный взгляд на теории заговора, к которым в современном мире почему-то относятся гораздо серьезнее, чем следовало бы на самом деле. 22 октября на Netflix вышел второй сезон сериала «Лок и ключ». Если вы читали графические романы, по которым снят сериал, то вы наверняка остались под впечатлением. Они взрослые, злые, наполнены насилием, но в чем-то особенные. Они побуждают воображение читателя работать на полную. Первый сезон сгладил углы, персонажи стали приятнее, насилие намного меньше, а тон светлее. И несмотря на все изменения, он все еще был прекрасен. Второй же сезон — это лично мое мнение, но мне показалось, что продолжение вобрало в себя все ненужные арки, штампы сценария и самые банальные сюжетные повороты, которые только можно было вообразить, не говоря уже о блеклом антагонисте по сравнению с первым сезоном. И тем не менее, средний рейтинг у сериала все еще держится на высокой оценке в 7,4 балла. Кстати, если вы посмотрели оба сезона и вам, как и мне, очень зашел первый, то жду от вас комментов с впечатлением от продолжения. И, наконец, «Вторжение». Этот масштабный научно-фантастический сериал рассказывает историю вторжения инопланетян на Землю. Причем слово «масштабный» действительно определяет ТВ-шоу. Сюжет развивается в разных точках земного шара, события происходят на разных континентах. Первые 3 эпизода вышли 22 октября на Apple TV+, а остальные планируются к выходу еженедельно. Стоит отметить, что сериал представляет собой скорее научно-фантастический боевик в духе фильмов Майкла Бэя. Он до невозможности зрелищный, динамичный и очень дорогой. Apple TV, очевидно, возлагает на него большие надежды. Бюджет составляет более $200 миллионов.
На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, поддержите канал. Понажимайте кнопки, поделитесь ссылкой с друзьями и оставьте какой-нибудь комментарий. Вам не сложно, а мне очень приятно. И до встречи в новом видео. Пока.